Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Яна, и сегодня мы будем вязать очень красивый, простой узор. Давайте приступать. Для того, чтобы связать такой узор, нам необходимо набрать количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные петли. В высоту этот узор состоит из 4 рядов. Сразу же хочу отметить то, что узор формируется на изнаночной стороне. Итак, предлагаю первую петлю провязать, потому что следующей петлей у нас по раппорту будет накид. И чтобы тут не было расхлябано, я предлагаю все-таки эту петлю провязать. Итак, начинаем вязать раппорт. Накид. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Провязали. Следующую петлю мы просто переснимаем, не провязывая. Следующая петля у нас лицевая. Потом мы переснятую петлю должны перекинуть через провязанную лицевую. Это у нас раппорт первого ряда. Повторяем. Делаем накид. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Далее петлю переснимаем, следующую провязываем. Переснятую петлю мы перекидываем через провязанную лицевую петлю. Еще раз. Накид. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Переснимаем петлю, нить за работой. Следующую петлю мы провязываем лицевой. Переснятую петлю мы перекидываем через провязанную. Еще раз. Накид. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Переснимаем петлю, нить за работой. Следующая лицевая, и переснятую мы перекидываем через лицевую петлю. Вот так. И еще один раппорт. Накид. 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Петлю переснимаем, не провязывая, нить за работой. Следующая лицевая. Переснятую петлю перекидываем через провязанную петлю. Тут важный момент. Первый ряд нужно запомнить. Мы всегда начинаем с накида и заканчиваем тоже накидом. Перед кромочной петлей мы обязательно должны сделать один накид и далее провязать кромочную петлю. Второй ряд. Второй ряд мы все петли провязываем лицевыми. В конце кромочная. Переходим к третьему ряду, и здесь у нас тоже будет один очень важный момент. Сначала я вам объясню, как вязать по раппорту, а в конце я вам кое-что тоже скажу. Итак, переснимаем, не провязывая, кромочную, как обычно. Следующая петля у нас изнаночная. Эта изнаночная петля, она является как бы петлей симметрии, она дальше повторяться не будет в раппорте, поэтому имейте в виду. Сначала мы провязываем изнаночную, которая не входит в раппорт. Далее начинаем вязать раппорт. 2 петли изнаночные. Следующую петлю мы должны провязать через вот это отверстие. Ниточка перед работой. Мы вводим спицу сзади в отверстие. Подхватываем рабочую нить и выводим назад. А вот эту вот петлю, которая была у нас на спице, мы ее должны переснять, не провязывая. Вот так. Это является раппортом третьего ряда. Повторяем. 2 изнаночные. Третью изнаночную мы провязываем через отверстие. Вводим спицу сзади. Нить перед работой. Подхватываем ее, вытягиваем петлю. А петлю со спицы мы просто переснимаем, не провязывая. Давайте еще раз. 2 изнаночные. Третья изнаночная, вводим спицу сзади через отверстие, подхватываем нить. Петлю со спицы просто переснимаем. Еще раз. 2 изнаночные. Провязываем петлю через отверстие. Петлю со спицы снимаем.
Далее у нас по раппорту идут 2 изнаночные петли. Мы их провязываем, но это не полноценный раппорт у нас получается, а такой полураппорт. Сейчас я вам скажу, как это легко запомнить. 2 изнаночные мы провязали. Далее в последнее отверстие мы не провязываем петлю. Мы оставляем так, как есть. Мы заканчиваем ряд еще одной изнаночной петлей. И кромочная. Значит, смотрите, для того, чтобы подытожить, чтобы вы не запутались. Третий ряд всегда будет начинаться с 3 изнаночных. То есть 2 из них уже входят в раппорт, и вы дальше вяжете по раппорту, как я вам объяснила и показала. Но для того, чтобы себя проверить, вы всегда сможете взглянуть на начало и конец вязания. Всегда в начале третьего ряда мы будем провязывать 3 изнаночные. И заканчивать ряд мы тоже будем 3 изнаночными, после которого мы будем провязывать кромочную. Вот это вот очень важно, и запомните. Ну и заключительный 4-й ряд мы провязываем все петли лицевыми. Итак, раппорт в высоту мы провязали. Вот такой несложный, симпатичный узор. Давайте рассмотрим его на образце побольше. Вот такой узор у нас должен получиться в итоге. Изнаночка. На этом мастер-класс я завершаю. Если узор вам понравился, отметьте, пожалуйста, это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, если он показался вам интересным. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он оповещал вас о выходе новых видео. А я вас искренне благодарю за просмотренное видео и желаю вам всех земных благ. Пока!